Здравствуйте, вы на канале Китайфак, и сегодня разберем новинку от компании Fireco 4D лазерный уровень с зеленым лучом Fireco F304T XG. Назвать его новинкой, конечно, очень сложно, на самом деле это практически идентичный клон, также 4D лазерного уровня с зеленым лучом от Fukuda MW94D 4GX. Но тем не менее, как ни крути, различия все-таки есть. И в этом сравнительном обзоре давайте их рассмотрим. Но прежде чем мы перейдем к обзору и сравнению, минутка рекламы. Если вы живете в Украине и думаете над приобретением лазерного уровня, то можете рассмотреть отличный интернет-магазин под названием NeoMag. В нем просто несметное количество различных лазерных уровней, также к ним аксессуаров, штанг, штативов, различных магнитных креплений. И также вы здесь можете приобрести необходимые запчасти для того или иного лазерного уровня. Защитные башни, стекла, лазерные модули, аккумуляторы, то есть на самом деле много чего полезного здесь есть. Да, еще в этом магазине все лазерные уровни проходят хорошую предпродажную подготовку и проверяются на точность. Если требуется какому-то экземпляру калибровка, то она непременно же делается в собственном сервисном центре. Магазин также расширил недавно свой ассортимент, и теперь вы здесь можете приобрести все необходимое для укладки плитки. Отрезные диски, затирочные шпатели, системы выравнивания, тележки для перемещения крупногабаритной плитки, различные присоски, плиткорезы, то есть все, что необходимо для укладки плитки. Также у магазина появилась своя инстаграм-страничка, где можно узнавать о появившихся новинках, смотреть различные обзоры и при необходимости задавать все интересующие вопросы. Поэтому также можете переходить и подписываться на их инстаграм. Ссылки на этот магазин и на страничку инстаграм оставлю под видео. Итак, начнем с того, что, как можете видеть, Fireco 4D поставляется в мягкой транспортировочной сумке, Fukuda 4D поставляется в пластиковом кейсе. Давайте посмотрим поближе содержимое этих кейсов. Внутри кейсы выглядят практически идентично, у обоих спененный полиуретан с ячейками, у Fireco уложено все поплотнее, у Fukuda место побольше и сделано чуть все аккуратней. Все ячеечки более ровные. Давайте пройдемся по комплекту. Если говорить именно про эти комплекты, самые базовые, то здесь у Fukuda, конечно, будет он пошире из-за вот этой поворотной базы с 3 микровинтами. Но у Fireco 4D в принципе также есть комплект с такой поворотной базой. Она, видимо, идет просто отдельно. Все будет то же самое в такой сумке. Отдельной ячейки для нее в сумке не будет. Да, давайте сразу пройдемся по ценам. То есть, если сравнивать эти простые комплекты, то здесь Fireco немного выигрывает. То есть Fukuda стоит в районе 11 900 рублей. Вот этот базовый комплект с одним аккумулятором. Fireco F304T XG в районе 10 350 рублей. Но согласитесь, разница такая достаточно ощутимая. Если рассматривать Fireco вот с такой поворотной базой, то он уже будет стоить в районе 11 200 рублей. Но тем не менее все равно дешевле, чем Fukuda. И также есть у обоих комплекты с приемником. Fireco в комплекте с приемником будет стоить 12 800 рублей. Fukuda где-то 13 600 рублей. Таким образом можно сделать прямой вывод, что Fireco на данный момент стоит немного дешевле. Но опять же, возможно, скоро эта ситуация изменится. Да, и небольшой спойлер, это не последний 4D лазерный уровень от Fireco. Они готовят к выпуску новую модель. Она выглядит совсем иначе. Как она появится, постараюсь сделать обзор. Итак, давайте начнем с пультов. Пульты у них абсолютно одинаковые, что у Fukuda, что у Fireco. Дальше таких два одинаковых крепления для захвата головы у прибора и подвешивания к настенному креплению. Также такие же оба крепления для захвата основания прибора, для установки на штатив по центру, так как у них резьба находится с краю в углу. И когда устанавливаете на штатив, прибор немножко перевешивает, это неудобно. Лучше устанавливать на вот такое основание и посередине уже устанавливаете прибор. Это намного удобнее, стоит все отлично. Зарядные устройства у обоих провода USB Type-C одинаковые, но вилки немного разные. У Fireco цельная вилка европейская. Кому интересны характеристики, можете поставить на паузу и посмотреть. У Fukuda вилка такая сборная, и характеристики указаны здесь. Также, кому интересно, можете посмотреть. Далее аккумуляторы абсолютно идентичные, одна и та же модель, 3,7 вольта на 4000 мАч. Идентичные подъемные площадки с механическим микролифтом. Уже много кто их видел, здесь ничего особенного нет. Устанавливаете прибор, крутите и меняете высоту положения прибора. Также абсолютно идентичные металлические пластины. И далее пошли различия. То есть у Fireco поворотной базы нет, но есть вот такое достаточно классное новое магнитное крепление. Оно также с микролифтом.
есть градуировка, сантиметровая шкала и дюймовая шкала. Высота сантиметровой шкалы 8 сантиметров. Также есть два типа рисок. Вот эти и вот эти. То есть между дальними расстояние 6 сантиметров по центрам, между ближними расстояние по центрам 2 сантиметра. Иногда это может быть очень удобно. Крепление можно повесить на саморез. Также здесь магниты из редкоземельных металлов неодимовые, очень мощные. И как видите, их тут 6 штук. Расположены они вдоль. Это также удобно, когда крепить, допустим, на какую-то трубу узкую, то при таком расположении магнит крепления будет лучше. Есть резиновые пяточки. 5 штук по центру тоже, чтобы не портить магнитную поверхность. 6 штук магнитов расположено снизу, и также есть резиновые пятки, 4 штуки. Здесь резьба 5/8 дюйма, она же является переходником. То есть если в комплекте у Fukuda есть вот такой переходник с 1/4 на 5/8, то у FireCo его нету, но он в принципе, этот переходник и не требуется. Можно использовать вот это крепление как переходник. Здесь становый винт с резьбой 1/4 дюйма, и всю вот эту площадку можно вращать вокруг своей оси. Крутится довольно плавно и удобно. Перемещение по микролифту происходит также довольно плавно. И также здесь присутствует стопор. То есть вы подняли на нужную высоту и закрыли крепление. То есть сейчас оно у вас так легко не двигается. На площадке предусмотрено отверстие, если у прибора, допустим, у вас есть отвес. Да, такое крепление продается еще отдельно. Стоит в районе 1200 рублей, если я не ошибаюсь. Сейчас точно не помню. Вот оно у меня есть. Его отличие только в том, что магнитов снизу нет. Магниты снизу идут только в комплекте с FireCo F304T XG. То есть вот в принципе все отличие. А так это абсолютно такое же крепление. Сделано очень хорошо, из толстого пластика, такое мощное, надежное крепление. Ссылку на отдельное крепление также оставлю под видео, как и на эти приборы. Переходите и смотрите. Крепление у Fukuda имеет в принципе вообще другую конструкцию. Оно со стрелой. Эта стрела опускается, поднимается. Подробно, друзья, я останавливаться не буду на этом креплении. Вы можете посмотреть это все в обзоре у Fukuda 4D. 4 магнита неодимовых. Стрела опускается вверх-вниз. Площадка двигается по стреле, также крутится вокруг своей оси, и это плавное перемещение по стреле. И также здесь есть пузырьковый уровень для пространственной установки. Тоже неплохое, отличное крепление, но исключительно настенное. То есть если крепление у FireCo вот это можно установить на штатив, то крепление у Fukuda на штатив либо штангу не установить. И еще небольшое отличие: в комплекте у FireCo 4D есть магнитная мишенька с градуировкой сантиметровой и дюймовой. Очень удобная вещь, особенно при монтаже металлоконструкции. Потолка типа Armstrong я уже несколько раз объяснял. То есть у вас руки свободны, прилепляете к направляющей и просто двигаете подвес и наводите на одну и ту же риску всю поверхность потолка. Теперь давайте пройдемся по инструкциям. Здесь также есть небольшие отличия. Точность у FireCo заявленная плюс-минус 3 мм на 10 метров. Но сегодня мы также его проверим на точность. У Fukuda заявленная точность плюс-минус 1 мм на 7 метров. Здесь точность заявлена повыше. Диапазон работы компенсатора у FireCo плюс-минус 3 градуса, у Fukuda плюс-минус 3,5 градуса. Рабочая дистанция у FireCo 20 метров, у Fukuda минимум 15 метров. Работа с приемником до 50 метров, у Fukuda это расстояние не указано вообще. Длина волны и класс лазера у них одинаковый. Защита от пыли и влаги IP54, что у FireCo, что у Fukuda. Рабочая температура у FireCo от минус 5 до плюс 45. У Fukuda заявленная от минус 10 до плюс 45. Время работы от аккумулятора при всех включенных лазерных линиях у обоих около 6 часов. Батареи, как видели, у них одинаковые. Но в принципе остальное все то же самое. То есть отличается только точность, диапазон работы компенсатора, рабочее расстояние и рабочая температура. Причем отличается все незначительно. Я думаю, это чисто такие субъективные отличия. И в прямом смысле FireCo где-то перестраховывается и указывает чуть заниженные данные. По функционалу они абсолютно идентичны. У обоих есть режим работы с заблокированным компенсатором. Удерживаете кнопку лазер, включается нижний горизонт с заблокированным маятником и можете размечать что-то под наклоном. Линия будет мигать раз в 5 секунд. Это оповещает вас о том, что вы работаете в неком спецрежиме. Также в этом режиме этой же кнопкой можно переключать плоскости по отдельности. Также есть режим работы с приемником. Здесь он вынесен на отдельную кнопку. Нажимаете, линия начинает гореть у вас чуть тусклее, загорается индикатор, и в этом режиме работаете с приемником. У обоих 4-ступенчатый индикатор. В принципе, друзья, еще раз повторюсь, приборы
внешне полностью идентичны. Да, кстати, что насчет сборки, они оба классно собраны из качественных материалов, здесь придраться не к чему. Подробнее это все можете посмотреть в обзоре Fukuda 4D. Качество сборки у них очень высокое. Да, ну и как можете видеть, у них еще отличается цвет. У FireCo свой желтый цвет, у Fukuda свой фирменный зеленый цвет. Кто смотрел обзор Fukuda 4D, тот помнит, что у них не совсем удобный алгоритм переключения плоскостей именно с прибора. То есть вы включаете уровень, у вас загорается сразу нижний горизонт, при следующем нажатии загорается одна вертикаль спереди, еще нажимаете две вертикали, еще нажимаете две вертикали и нижний горизонт, следующее нажатие две вертикали и верхний горизонт, следующее все вместе, все 4 плоскости. Ну и следующее нажатие, соответственно, возвращает в исходное состояние, то есть горит один нижний горизонт. Таким образом, получается, что вы не можете выбрать, допустим, отдельно верхний горизонт. Если вам нужно работать с потолками только верхним горизонтом, то вам нужно, чтобы горели еще и дополнительные все вертикали. Согласитесь, это не очень удобно. Но это можно сделать с пульта. То есть с пульта вы уже конкретно регулируете каждой кнопкой отдельную плоскость. Верхний треугольник отвечает за включение и выключение этой вертикали. Другой треугольник за включение и выключение второй вертикали. Квадрат отвечает за переключение горизонтов по отдельности. То есть здесь уже можно выбрать либо нижний, либо только верхний, либо все вместе, либо ни одного. Таким образом уже можно выбрать любую комбинацию. К примеру, верхний горизонт мне нужен и передняя вертикаль. С пульта уже получается идеальное переключение плоскостей. То есть можно выбрать любую комбинацию. Ну, как вы понимаете, пульт от Fukuda также подходит и к FireCo. Они идентичны. Так, давайте посмотрим установку маятника. Я просто уверен, что у них также идентичная установка, так как компенсаторы одинаковые. Ну да, они абсолютно одинаково быстро устанавливаются, до 3 секунд. Я считаю, это отличный результат. Довольно скоростные компенсаторы. При разгоризонтировании у обоих уровней будет издаваться звуковой сигнал. То есть, если будет превышен угол наклона, и линии будут мигать с дискретностью раз в полсекунды. Это говорит о том, что прибор нужно поставить на более ровную поверхность. И тогда эта сигнализация у вас сразу отключится. Расстояние от нижнего горизонта до пола у них чуть-чуть почему-то разное. Но в принципе это допустимо. От модели к модели бывает нижний излучатель стоит чуть пониже и чуть повыше. То есть у FireCo 4D в данном случае излучатель установлен чуть повыше. У него расстояние от нижнего горизонта до пола где-то в районе 1 см 2 мм. Расстояние у Fukuda 4D у данного прибора в районе 1 см, то есть на 2 мм поменьше. Да, все вот эти технические данные, какие расстояния от верхнего горизонта до потолка, до пола, от боковых до стен, также от нижнего горизонта до потолка, можете посмотреть на сайте laserlevel.ru в обзорах этих приборов. То есть я их перечислять не буду, чтобы не тратить время. Так, теперь давайте разберем и посмотрим, насколько похожи они внутри. Спонсором этого выпуска является интернет-магазин DLT Buy. Компания осуществляет прямые поставки с различных заводов Китая и помимо лазерных измерительных приборов поставляет большой ассортимент инструментов и другой различной техники, которую также можете посмотреть в интернет-магазине. Что касается непосредственно лазерных уровней, то здесь их представлено огромное количество, от простых линейных 1D, 2D до продвинутых 4D с 4 плоскостями по 360 градусов. На сайте можно увидеть нестандартные комплектации, которые не всегда можно найти на AliExpress. Приборы, кстати, отправляются не только по Белоруссии, но также можно заказать из любого уголка России. Причем доставка будет бесплатная. Для удобства цены можно смотреть в различной валюте. Допустим, если вы из России, выбираете рубли, и все цены на сайте будут отображаться в рублях. На каждый нивелир после проверки его на точность наклеивается фирменная голограмма, говорящая о том, что нивелир прошел дополнительную проверку. Все проверки осуществляются в собственном профессиональном сервисном центре. Также на все приборы предоставляется гарантия. Ссылка на этот интернет-магазин будет в описании под видео, поэтому переходите, смотрите и выбирайте. Итак, вот я разобрал приборы. Давайте посмотрим сначала с башен. Башни у них одинаковые, устанавливаются вот через такую резиновую прокладочку, что у FireCo, что у Fukuda. Сделаны они из пластика у обоих. Если говорить про внутренности, то есть какие-то небольшие отличия. Но вот плата у Fukuda сделана как-то по-другому немного. У FireCo она чуть попроще, что ли. Хотя нет, друзья, плата сделана идентично. То есть у Fukuda вот эта маленькая дополнительная плата с пружиной такой закрученным проводом находится сверху просто. У FireCo она спущена вниз и пружина уходит туда вот тоже ниже. Поэтому суть одна и та же.
Также еще есть различия в лазерных модулях. С виду они одинаковые, форма у них очень схожа, но, допустим, маркировка у них разная. То есть у Fukuda маркировка, не знаю, видно вам или нет, вот такая. У Fireco она еще мельче, вот там вот, ну, скорее всего, вам будет не видно ее. По всей видимости, лазерные модули у них разные. Но сейчас мы скоро сравним толщину лазерных линий на разных расстояниях и посмотрим, есть ли какие отличия. По настройке рассказывать я не буду. Компенсатор здесь у них идентичный. Это можете посмотреть в обзоре лазерного уровня Fukuda 4D. Так, и давайте посмотрим толщину линий на разных расстояниях. Возьмем короткое метр, 5 метров и длинное расстояние 10 метров. Итак, вот два наших испытуемых. Давайте посмотрим на 1 метре. Так, сверху идет Fireco, чуть ниже верхний горизонт от Fukuda, снова Fireco и Fukuda. Что по яркости, что по толщине, они в принципе одинаковые. Верхние горизонты чуть больше 1 мм, нижние горизонты чуть меньше 2 мм. И нижние горизонты кажутся чуть поярче у обоих. Ну, как вы знаете, интенсивность свечения по всему периметру неоднородна, то есть где-то луч ярче, где-то чуть тусклее. Это абсолютно нормальная ситуация у лазерных уровней с конусными призмами. Поэтому, если такое увидите, то не отчаивайтесь. Это нормально. Давайте посмотрим на 5 метрах. На 5 метрах ситуация идентичная, что по яркости, что по толщине линии одинаковы. Толщина у них чуть меньше 2 мм. Давайте посмотрим на 10 метрах. На 10 метрах также никаких отличий нету. Сверху горизонты светят чуть потусклее, толщина у них меньше 3 мм, чуть больше 2 мм. Снизу горизонты светят чуть поярче, толщина у них в принципе тоже чуть больше 2 мм. Я считаю, просто отличный результат. Кстати, как можете заметить, практически отсутствуют микроколебания. По крайней мере, я их сейчас не вижу вообще у обоих нивелиров. Так, давайте проверим его на точность. Точность будем проверять на 10 метрах. Здесь вот есть у меня как раз 10 метров. Как помните, заявленная точность у него плюс-минус 3 мм на 10 метров. То есть максимально допустимый разбег между точками при повороте лазерного уровня на 10 метрах составляет 6 мм. Так как погрешность у таких лазерных уровней с конусными призмами считается в две стороны. Как она правильно считается, можете посмотреть на сайте laserlevel.ru. Сейчас долго объяснять не буду. Горизонты проверим, прогоняя по точке все сектора, поворачивая прибор на 90 градусов несколько раз. Вертикали проверим по очень точному электронному лазерному уровню с компенсатором на сервоприводах Hupar DT03CG. Его обзор также есть на канале, можете посмотреть. На канале много разных обзоров, дальномеров, лазерных уровней, также аксессуаров к ним. Поэтому переходите, смотрите, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Итак, давайте начнем с горизонта. Отметим точки на 10 метрах. Включаем уровень, выбираем оба горизонта и отмечаем точки. Так, отмечаем первые точки по середине линии. Ставим циферку 1. Кстати, как сейчас можете заметить, микроколебания все-таки есть, но они очень маленькие, и сейчас на фоне точки их заметно. Это прерогатива всех лазерных уровней с маятниковым компенсатором на магнитных демпферах. У них у всех присутствует такой эффект в разной степени. Отсутствует он только у уровней с электронным компенсатором. Так, теперь давайте повернем уровень на 90 градусов и посмотрим, как линии проходят через эти точки. Поворачиваем прибор по часовой стрелке на 90 градусов на том же месте, не меняя высоты прибора, и смотрим, как проходит второй сектор через эти же точки. Он должен проходить с допустимой погрешностью. Итак, при повороте мы видим, верхний горизонт чуть-чуть ушел, буквально тут на 1,5 мм, не больше, точка 2. Нижний горизонт проходит практически через ту же точку. Есть очень маленькое смещение, меньше миллиметра. Поворачиваем снова на 90 градусов, также по часовой стрелке. И смотрим, как проходит уже задняя часть горизонтальных плоскостей через эти точки. Так, верхний горизонт проходит у нас через вторую точку, цифра 3. Нижний горизонт есть небольшое смещение, но тоже не больше миллиметра. То есть пока все очень круто. Давайте посмотрим следующий сектор. Для этого еще раз развернем прибор. Итак, последний сектор проходит у нас через первую точку, цифра 4. Нижний горизонт проходит через третью точку, ну чуть ниже. То есть максимальный разбег между точками меньше 1,5 мм. То есть, друзья, горизонт настроен очень хорошо, просто идеально. Его реальная погрешность на данный момент плюс-минус где-то 0,8 мм на 10 метров. То есть погрешность 1,5 мм, и при этой погрешности мы сможем разметить 20 метров. Согласитесь, это очень круто. В общем, горизонты настроены у Fireco 4D. Отлично, давайте теперь посмотрим вертикали. Для этого я включаю вертикаль у Hupar DT03CG. И включаю первую вертикаль у Fireco F304T XG.
и просто их сопоставляю. У кого нет проверенного лазерного уровня, используйте обычный нитяной отвес. Для быстроты проверки я использую проверенный по отвесу лазерный уровень. Так, давайте смотреть. Итак, вот первая сторона первой вертикали. Я навел их друг на друга. Абсолютно идеально ложатся друг в друга. Давайте посмотрим вторую сторону первой вертикали. Для этого, соответственно, перевернем прибор и также сопоставим. Давайте посмотрим. Вторая сторона первой вертикали также идеально ложатся друг в друга. Первая вертикаль просто идеально настроена. Давайте посмотрим вторую вертикаль. Так, включаем вторую вертикаль, поворачиваем и сопоставляем. Давайте смотреть. Итак, вторая вертикаль, первая сторона. Также все отлично, просто идеально. Давайте посмотрим вторую сторону, второй вертикали. Разворачиваем прибор, сопоставляем и смотрим. Итак, вторая сторона второй вертикали. Не стал их сейчас сопоставлять, поставил рядом. Просто идеально параллельно друг другу. Слева идет FireCo, справа Hupar DT03CG. Друзья, вертикали также идеально настроены. Теперь давайте посмотрим не заявленную характеристику, но посмотрим ее для интереса. Это расхождение угла 90 градусов между вертикалями. Для проверки угла 90 градусов между вертикалями отмечаем точку на перекрестии вертикалей и отмечаем две точки на стене у перпендикулярных вертикалей. Расстояние на ваше усмотрение у меня будет расстояние 7,7 метра в одну сторону и 2,3 в другую сторону. Этого вполне достаточно, чтобы проверить угол 90 градусов. Итак, давайте отметим точки на вертикалях. Вот так у меня отмечена ближняя точка. И вот так отмечена дальняя точка. Теперь повернем нивелир на 90 градусов. Поворачиваем прибор на 90 градусов. Устанавливаем на ту же точку по центру и наводимся одной из вертикалей на точку на стене. Как навелись на две точки, проверяем, как проходит вторая вертикаль через третью дальнюю точку. Она должна проходить с допустимой погрешностью. Самый кропотливый процесс — это процесс наводки. Давайте я сейчас наведусь и посмотрим. Итак, друзья, вот наконец-то навелся, чуть не ослеп, пока наводился. Что-то в этот раз как-то очень долго получилось. Точка на перекрестии. Так, навелся на ближнюю точку. И вторая вертикаль через дальнюю точку проходит с очень маленьким смещением, меньше миллиметра. Нивелир настроен идеально. В общем, отличный уровень, абсолютно стоит своих денег, такой же классный, как и Fukuda 4D. Хорошее качество сборки, хорошие лазерные модули, тонкие линии. Все отличия этих моделей я разобрал сегодня в видео, поэтому решать вам, какой именно брать: FireCo F304TXG или Fukuda MW94D 4GX. Какой конкретно взять, я вам сказать не могу, оба отличные. И вот как раз давайте посмотрим таким образом. Напишите в комментариях, какой бы уровень из этих выбрали вы, FireCo либо Fukuda. Если ролик был полезным, обязательно ставьте палец вверх. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы приходили оповещения. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Всем добра, пока-пока.